Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала, 4 мая выходит первый патч Сияющих Дебрей. Помимо стандартных рандомных круток баланса, что выглядят как попытка ткнуть пальцем в небо, похоже, нас решили загнать в новую активность в виде арены 1 на 1. И весь баланс перекрутят ради этой цели. Конечно же, лихо хапанут и другие активности, эффектом бумеранга. Ведь в большинстве приписок к изменениям и балансировке к изменениям имеется приписка о балансе для арены 1 на 1, что меня, мягко говоря, удивило. В качестве компенсации за поломанный ивент с яйцами нас будет ожидать возможность обменять оставшиеся яйца сюрпризами на скины у торговца украшениями. Но торопитесь, возможность будет только до выхода патча Сияющие Дебри номер 2. В зале завоевателя установлены статуи в честь победителей 31 сезона Скогангр, Саммер и Айфюрес. Поздравляем победившие гильдии. И сори, если неправильно произнес название. Также нас будет ожидать изменения в механике исцелений. Изменения в лечении будут даже после хотфиксов. Целители на арене 1 на 1 по-прежнему доставляют немало хлопот. Неожиданно, правда? Поэтому лечение на арене 1 на 1 было дополнительно снижено на 60%. Дополнительно дебаф болезнь лечения или другое название теперь применяется к командам, которые берут более одного целителя в адские врата 5 на 5. Это уже применяется в рейтинговых матчах арены 5 на 5 и на кристальной арене. Удалена опция всегда из всплывающего окна, подтверждающего уничтожение предметов. Контроллеры и мобильные устройства. Добавлена новая опция ситуативное наведение заклинаний на цель при движении для контроллеров и мобильных устройств. При включении этой опции заклинания, способные перемещать персонажа, автоматически нацеливаются в направлении, в котором он движется, если впереди не найдена подходящая цель. Контроллер. Увеличена длительность удержания, необходимая для действия уничтожить предмет. Об этих и других моментах мы сейчас и поговорим. Всем позитивного времени суток, вы на канале EvilFluff, устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Как всегда, начнем с театра полнейшего абсурда. Ветка топору вернется в изначальное состояние, а именно, по словам разработчиков, будет увеличена максимальная продолжительность действия W способности Адреналин. И только вдумайтесь, цитирую, чтобы помочь топорам на арене 1 на 1, обеспечивая большую мобильность и устойчивую мощь в ближнем бою, серьезно? Ведь при порезке адреналина на 2 секунды в патче перед глубинами звучала формулировка, чтобы сделать их менее мобильными. Теперь пофиг на карапты, правим баланс под арену 1 на 1. Серьезно? Для желающих поныть на нытье, добро пожаловать в комменты. Адреналин. Все топоры. Максимальная продолжительность действия увеличена с 7 до 9 секунд. У Q способности раздирающего удара полностью удален микрокаст. Это означает, что игроки, использующие эту способность, смогут не отставать от убегающих целей. И вновь плюсик к мобильности. Разрывающий удар. Время микрокаста уменьшено с 0,2 секунд до 0. Ветка луков, конечно же, не обошли стороной. Способность лука Небесный Странник уклоняться от вражеского урона одновременно, нанося свой собственный урон, продолжает демонстрировать превосходные результаты на арене 1 на 1. Поэтому урон от его Е-способности Ярость Небес был уменьшен, чтобы снизить максимальную разницу в уроне. Ярость Небес. Урон уменьшен на 4%. Бонус к урону базовых луков был уменьшен, когда враги находятся в пределах 6 метров, чтобы открыть более эффективные возможности для противодействия противникам. Е-способность луков Колдовской Колчан. Бонус к урону от автоатаки по врагам в пределах 6 метров уменьшен с 220% до 200%. Ветка проклятых посохов. Урон пассивки погибель увеличена, чтобы побудить игроков, использующих проклятые посохи, выбирать бонусный урон и искать альтернативные способы получения энергии для своих билдов. Погибель. Урон увеличен на 5%. W способность Вражда показывала лучшие результаты в адских вратах 2 на 2, поэтому ее урон был снижен, чтобы дать противникам больше шансов на ответный урон. Вражда. Урон от всех временных настаков уменьшен на 10%. Посох Гниения и его Е-способность Разносчик Чумы оказалась слишком сильной в мете 5 на 5, потому его урон было решено срезать на 6%. Для начала. Ветка древесных посохов. Q-способность Цветок Омоложения продолжает показывать лучшие результаты на арене 1 на 1. Поэтому его многочисленное исцеление было уменьшено, чтобы дать противникам больше шансов истощить его силы до появления ядовитого газа. И пофиг на другие активности по типу ЗВЗ, МС и прочих масс зарубов. Сейчас главное арена. Все исцеление цветка уменьшено на 15%. У всех посохов оборотней Q-способность укрощения материи слишком часто играется и имбует, поэтому принято волевое решение увеличить время восстановления на 1 секунду с 6 до 7 секунд, а потребление энергии увеличить на 17%. Ветка перчаток и их Q-способность Взрывная волна слишком часто оказывалась основным умением Q в дуэлях 1 на 1. Чтобы привести ее в порядок, урон был уменьшен, а время перезарядки и рывка немного увеличено.
Время перезарядки рывка увеличено с 5 до 6 секунд, а урон уменьшен на 4%. Капюшон Туманного Охотника и его способность Бессмертия, как оказалось, была слишком мощной на арене 1 на 1, поэтому ее максимальная продолжительность действия была уменьшена. А до арены все было норм и почему-то никого не смущало. При 5 секундах она должна сохранить свою эффективность в качестве сейва в ЗВЗ, при этом давая игрокам 1 на 1 на секундочку меньше времени, чтобы выиграть раунд. Продолжительность способности уменьшена с 6 до 5 секунд. И здесь с балансом все. Перейдем к другим изменениям. А если вам хочется поучаствовать и попробовать весь спектр группового контента, начиная с фарма и дайва статиков, золотых авалонских плит, зачистки авалонских карт, или просто найти себе группу и компанию для походов по группикам, потаскать вихри или сферки в убегу, или даже покрафтить в той самой убеге, то гильдия Енот сможет вам предложить не только все вышеперечисленное, а и постоянные безопасные перевозки в Корлеон и обратно, минимум 2-3 поездки, вывозка из убежек и городов за пределы после таймера. Сбор тир.4 ресурсов также никто не отменял. Сами таймера играются в 12 и 14 по UTC. Присутствует full компенс система за таймера. Для его получения вам нужно сделать скриншот смерти и скриншот самой сборки с отображением его стоимости. И в случае смерти вам его оплатят. Приятным нюансом является оплата трэшнутых предметов с прогрева после таймера. В групповых активностях у ребят присутствуют не только СС, МС, ЗВЗ и прочие буквы алфавита, но и захваты защиты территорий и замков. В качестве бонусов прилагается обучение высокой классике и синхронным прыжкам в длину. А еще только здесь вы найдете самую большую и пушистую. И кстати, на моей памяти это единственная гильдия, в которой при съемках ни один Кенни не пострадал. Кстати, он-то и ведет мастер-класс по выживанию в ЗВЗ на любой роли. Ссылочка на дискорд гильдии в описании. Теперь посмотрим на исправления. Исправление заклинаний. Волшебный барьер. Плащ Брасилиона больше не снимает дебафы. Адреналин. Все топоры. Исправлена ошибка, из-за которой баф иногда мог преждевременно заканчиваться. Пронзающий свет. Светоч. Исправлена ошибка, из-за которой в описании заклинания отображалась неверная максимальная дальность. Мобильная версия. Лучезарный ястреб. Туманный пронзатель. Исправлена ошибка, из-за которой повторное применение заклинания автоматически нацеливались на нижний правый угол экрана. Геймпад. Самовозгорание. Посох Пламенного Странника. Исправлена ошибка, из-за которой враги не нацеливались автоматически. Исправление пользовательского интерфейса. Исправлена ошибка, из-за которой кнопка «Редактировать» для ордеров на продажу на черном рынке могла исчезать. Исправлена ошибка, из-за которой на табло отображались убийства и смерти в пользовательских матчах 1 на 1 и 5 на 5 на Кристальной арене. Исправлена ошибка, из-за которой маркеры групп за пределами экрана не были видны в верхней части экрана. Исправление для Xbox. Исправлена ошибка, из-за которой список игроков недавно играли не заполнялся при отправке внутриигровых писем. Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было изменить привязку клавиш при использовании мыши и клавиатуры. Исправление для контроллеров. Исправлена ошибка, из-за которой интерфейс Realm Gate некорректно отображал вкладку «Менеджер острова» при использовании контроллера. Исправлена ошибка, из-за которой персонаж мог перестать реагировать после закрытия окна. Советы по выживанию. Исправлена ошибка, из-за которой полоски здоровья могли исчезать при атаке осадным молотом. Исправление для мобильных устройств. Примечание. Пользовательские раскладки HUD были сброшены до стандартной раскладки виртуального джойстика из-за переноса настроек в этом патче. Если вы использовали пользовательскую раскладку, пожалуйста, откройте меню параметр и выберите ее снова. Исправлены ошибки, из-за которых опция «Виртуальный джойстик» разрешить перемещалась касанием. Работала некорректно. Исправлены различные проблемы с прицеливанием на мобильных устройствах, включая предварительный просмотр перетаскиванием, прицеливание наземными заклинаниями и поведение блокировки цели. Удалена опция автоматической блокировки цели «Любая». Исправлена ошибка, из-за которой дружественные цели нельзя было осмотреть с помощью пользовательской кнопки, если они не были предварительно выбраны. В других исправлениях исправлены ошибки, из-за которой в матчах Кристальной Лиги 5 на 5 не использовалась новая карта Кристальной Арены. Различные дополнения исправления графики, анимации, ландшафта, звука, пользовательского интерфейса и локализации. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами как всегда просто пообщаться или что-то обсудить. К примеру, как вам новый патч с началом подгонки баланса для удобной игры в новую арену 1 на 1, субъективно, не имеющий особого смысла. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать ожиданную работу своим все продвигающим лайком или нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч! Keep on wasting
drowning in my head, I'm losing the mind.